Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить домашний торт тирамису. Торт приготовлен из нежных, пропитанных шоколадных коржей и невероятно вкусного сливочного крема с кофейной ноткой. Торт очень гармоничный и бомбезно вкусный. В магазине вы такой торт не купите. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 19 на 19 см, высотой 6 см и весом килограмм 200 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление с крема. В 60 граммов сливок жирностью 30-35% добавляем 40 граммов кофе экспресса и перемешиваем до однородного состояния. Нагреем кофе и сливки до горячего состояния. В горячее кофе со сливками высыпаем 100 граммов белого шоколада. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт сливками. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял, и хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Убираем шоколадно-сливочную массу в холодильник и приготовим шоколадный бисквит. В чашу просеем 110 граммов или 5,5 столовых ложек без верха пшеничной муки, 25 граммов или 2,5 столовые ложки без верха какао. Добавляем 90 граммов или 4,5 столовые ложки без верха сахара, 6 граммов или 1 чайную ложку соды, щепотку соли. Перемешиваем до однородного состояния. Тесто готовится очень быстро, поэтому не забудьте сразу включить духовку нагреваться до 180 градусов. В сухую смесь добавляем 100 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 40 граммов или 4 столовые ложки растительного масла, 2 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 14 граммов или 1 полную столовую ложку 9% уксуса. В данном рецепте 1 полную столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Перемешиваем до однородного состояния, реакция уксуса должна полностью прекратиться. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Тесто получается не густое, оно легко стекает с лопатки. Я выпекаю бисквит в форме размером 19 на 19 см. Форму застилаю пергаментной бумагой. Выливаем тесто в форму и равномерно разравниваем. Постучим формой об стол, чтобы удалить с теста большие пузырьки воздуха. Убираем бисквит выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Пока бисквит выпекается, приготовим для него пропитку. Смешаем вместе 40 граммов или 2 столовые ложки без верха сахара и 20 граммов или 2 столовые ложки без верха какао. Добавляем 70 граммов или миллилитров теплого молока. Перемешиваем до однородного состояния, сахар и какао должны полностью раствориться. Добавляем 20 граммов или 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем до однородного состояния. Пропитка готова. Бисквит испекся, у меня бисквит выпекался 25 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Сразу горячий бисквит весь прокалываем палочкой. И заливаем пропиткой. Так как у меня бисквит имеет возвышенность в середине, то я сразу всю пропитку не выливаю, а поливаю постепенно, чтобы пропитка равномерно пропитала весь бисквит. Оставляем бисквит остывать до комнатной температуры. Если хотите, чтобы бисквит быстрее остыл, можно поставить его на холод. Пока бисквит остывает, доделаем крем. Все продукты для крема должны быть охлажденными. К 350 граммам сливочного сыра маскарпоне добавляем всю ранее приготовленную шоколадно-сливочную массу и 240 граммов сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на минимальной скорости миксера, постепенно увеличивая скорость миксера до максимальной. На максимальных оборотах миксера взбиваем крем до однородного и воздушного состояния. Готовый крем должен быть стабильным и увеличиться в объеме примерно в 2 раза.
Сразу откладываем 2 полные столовые ложки крема. Этим кремом мы позже выровняем бока торта. А пока отложенный крем убираем в холодильник. Сформируем торт. Если у бисквита есть верхушка, то ее срезаем. Она нам не понадобится, ее можно просто съесть, она очень вкусная сама по себе. Бисквит разрезаем на 2 коржа. Я делаю ножом легкий надрез по краю бисквита. В надрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Вот такой бисквит получается в разрезе. Он пористый и влажный. Перекладываем нижний корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим визуально крем на 2 части и выкладываем на корж половину крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем второй корж. Корж слегка придавливаем. На корж выкладываем вторую половину крема. Крем равномерно разравниваем и убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 3-4 часа. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Покрываем бока торта ранее отложенным кремом. В конце крем я выравниваю кусочком ацетатной пленки. Сверху торт посыпаем просеянным какао. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, моей семье торт очень понравился, надеюсь, он понравится и вам. Советую вам его приготовить. Также у меня на канале есть рецепт торта мороженого тирамису и рецепт творожного торта по мотивам знаменитого десерта тирамису. Творожный торт тирамису очень вкусный и буквально тает во рту. Готовится просто и легко. Печенье для этого торта вы можете брать готовые или приготовить сами. Как приготовить печенье савоярди показано в видео. Ссылки на данный торт и рецепты мороженого тирамису я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Плюсом торта мороженого тирамису является то, что его можно приготовить заранее и в любой момент порадовать вкусным десертом себя и своих близких. Также на канале есть и другие рецепты тортов как с выпечкой, так и без выпечки. Переходите на канал, смотрите мои другие рецепты и готовьте с удовольствием для себя и своих близких. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!